Всех приветствую! Сегодня поговорим о небольшом нюансе при снятии гранаты, но эта небольшая мелочь может спасти вам жизнь. Некоторые блогеры и не блогеры показывают один вид такой интересной установки. Да? Вообще в интернете очень много различных интересных установок, но это все горе от ума больше. Сложные, малоэффективные, много времени делается на то, чтобы их поставить. Большая вероятность самоподрыва. В системах не предусмотрены предохранители, которые предохраняют у сапера самого время установки. Многие эти устройства типа растяжек не относятся к тем, которые могут переживать различные погодные условия, там выпадение осадков, ветер и так далее и тому подобное. Вот, ну вот один конкретный вид установки достаточно он интересен с точки зрения реализации, но на самом деле его эффективность достаточно мала. То есть это граната, установленная как нажимная мина, но граната не может быть миной, потому что у нее есть замедлитель. Если там люди уже убирают замедлители с гранаты и устанавливают таким образом, ну это прям отчаянные ребята, которые ценой своей жизни, да, рискуют для единичной установки. Так нельзя делать. Ну, если ему своя жизнь цена, то пожалуйста. Вот. Но я покажу этот вид установки с точки зрения, как его снять, потому что есть один нюанс, очень серьезный нюанс в этом типе установки, потому что штатно, как работаем с гранатами, с этим работать нельзя. Давайте детально. Вот ровная местность, да, вроде ничего такого. Ну вот и разведчик каким-то образом находит, что-то привлекло его внимание, и это рычаг от гранаты. Начинается досмотр, аккуратненько. Находим корпус гранаты. Естественно, мы показываем все это на учебный. Очищаем и видим вот такую вот конструкцию. Рычаг отжат. Стоит здесь кольцо. Может стоять просто проволока. Неважно. То есть мы видим ключевое в этой установке. Она установлена рычагом вверх. Есть кольцо и есть стопор. Тут стопор реализован в виде веточки. Может быть какой-то гвоздик, болтик, не принципиально. И ключевое здесь штатно так поставить не получится. Потому что лапки, которые удерживают ударник, вилка вот эта уз РГМа, она дорабатывается, ну, выпрямляется, делая таким образом, что при сжатии он соскальзывает. Если у нас наоборот в гранате безопасно ее держать, прижимая как можно сильнее рычаг к гранате, то здесь это наоборот. Из-за измененной формы вот этих двух удержателей, ну вилки можно назвать ее условно, ударника, вот тут работа идет немножко другая. И боец видит гранату, все, ее он идентифицировал, тип установки, видит гранату рычагом вверх. Ну что у него? Это придержать рычаг. Если надавить сейчас рычаг, он упрется в данный блок и произойдет соскок ударника. Вот. Если человек понимает, что что-то не так и нужно зачековать, он аккуратненько, что ему не даст зачековать, данный блок, он может убрать данный блок и прижать рычаг к гранате. И произойдет тоже подрыв, большая вероятность, это не обязательно, но большая вероятность подрыва. Все зависит от того, тот, кто это ставил, как он, под каким углом поставил эту, то есть вилку, удерживающую ударник. Поэтому мы не можем рисковать. Но как же безопасно обезопасить данную мину? Ударник в гранате удерживается двумя средствами. Первое — это рычагом посредством захвата этого ударника. И второе — это чекой. Но так как тут чеки нету и рычаг отогнут, он удержится сейчас только рычагом. Но мы берем просто обычный кусочек проволоки. Мы ее очень хорошо используем 0,9 проволочку.
И ничего не делая с конструкцией, мы вставляем данную проволочку за место чеки. Делаем аккуратненько. Аккуратненько. Все. Вставили, она у нас зашла. Загибаем. Можем откусывать. Все. Теперь начинаем разбор граната. Не рассматриваем алгоритмы работы с минами-ловушками и так далее. То есть это отдельно. Просто убедились, что там ничего нет, и нам необходимо эту уже гранату можем снять. Поджимаем немножко рычаг и убираем блок. Убираем блок. И теперь, по большому счету, можем ее поднять и убираем кольцо, и все, и можем рычаг спускаем. И граната у нас не сработала. Почему? Потому что сейчас она упирается целиком на чеку. Ну, мы за место чеки поставили проволоку. И но только если уже выдернется проволока, произойдет накол и сработка. Вот, видно, ударник. Сейчас. Ударник находится тут, ну, в верхнем положении. То есть он не проходит через гранату. И вот такой вот нюанс при снятии гранаты, установленные на как нажимная мина. То есть доработка идет вот подобным образом. То есть рычаг захвата, он расположен вот так вот штатно, он выпрямляется и ставится под небольшим углом. Все. Поэтому при переноске вот эту проволочку зафиксировали ее. Откусили. И вот так вот мы гранату можем теперь транспортировать. Просто кусочек проволоки и знание нюансов этой установки могут спасти вам жизнь. Берегите себя.